Привет, армия! Наконец-то объявлена дата премьеры «Ты уверена» новейшего шоу компании. Все знали, что рано или поздно это произойдет, это был лишь вопрос времени. Многие ожидали, что шоу выйдет в эфир раньше, но все затянулось, когда Даин решила публично раскрыть свои отношения с Чимином. Теперь, когда премьера приближается, практически невозможно не заметить реакции фанатов на явно сфабрикованный контент, игнорируя главное откровение, которое уже подтвердила компания. Чимин и Даин действительно вместе, и это не просто слух. Странно, что некоторые до сих пор считают их отношения законченными, но это не так, они все еще любят друг друга, и, возможно, это снова проявится, ведь если Даин что-то и показал, так это то, что он не боится высказывать свое мнение. Тем временем, все давление снова ложится на Чингука, он снова оказывается в центре внимания, словно щит, сразу после возвращения из армии. У него даже не было возможности вздохнуть или отдохнуть, а его уже используют для проекта, который ему не принадлежит. Очевидно, компания ничему не учится. То же самое было и в первом сезоне, поэтому многие решили не смотреть. На этот раз история повторяется. К Чингуку снова относятся как к винтику в механизме, а не как к полноценному артисту. И это больно, потому что те, кто следит за ним, знают, сколько сил он вкладывает во все, что делает. Видеть его в сериале, созданном исключительно ради прибыли, невероятно раздражает. Корейские фанаты первыми заметили это и начали отказываться от сериала. Они не хотели поддерживать то, что выставляет его в неуважительном свете, и постепенно все больше людей последовали их примеру. Чингук заслуживает большего, чем быть частью просчитанного сценария. Его талант, его голос и его способность находить общий язык с людьми должны быть показаны такими, какой он есть, а не такими, какими его решила сделать компания. Хотя некоторые пытаются обвинить его, важно понимать, что у него нет выбора, у него есть контракт, который обязывает его принимать подобные решения, даже если это несправедливо. За пределами работы история другая. Когда камеры останавливаются, каждый возвращается к своей жизни, к своим настоящим кругам. Чимин все еще с Даином, а Чингук с Тэхёном. Это не фантазия и не слухи, это два человека, которые понимают друг друга без слов. Которые разделяют связь, реальность которой не нужно доказывать. В конце концов, больше всего ранит не само шоу, а то, как они продолжают использовать кого-то настолько преданного исключительно для обслуживания своих собственных интересов. Вот почему многие фанаты не хотят быть частью игры, они лучше подождут, поддерживая его музыку, его личные проекты и то, что он выбирает делать по убеждениям, а не по обязанности. И хотя компания настаивает на продаже истории, правда всегда выходит наружу. Те, кто действительно следят за ним, знают, кто он, как он работает и с кем делит свою жизнь за кулисами. Вот почему это больше, чем протест, это форма заботы. Помнить, что за каждой премьерой, каждым сценарием и каждым шоу стоят реальные люди со своими чувствами и ограничениями. Пока компания гонится за собственной выгодой, фанаты хотят только одного, чтобы Чингуку позволили быть самим собой, без масок и стратегий. Потому что в конце концов, когда весь шум стихает, это все, что остается, Чимин с Даином и Чингук с Тэхёном. Чингук дарит столько любви и радости через свои прямые трансляции, что они становятся частью их повседневной жизни. Момент, которого всегда ждут. Его голос, его манера говорить – это верный спутник, которого многие так скучают. В каждой трансляции есть что-то особенное, чувство близости, которое заставляет нас забыть о расстоянии. Каждый маленький жест словно говорит «я здесь», и этого достаточно, чтобы заставить нас улыбнуться, принося немного покоя среди суеты жизни. То же самое касается и Тэхёна, мы все чувствуем его отсутствие, пространство, которое только он может заполнить своим тихим смехом и нежным присутствием. У них обоих есть естественный способ находить общий язык с другими, передавая что-то искреннее, не говоря лишнего. Вот почему ожидание кажется таким долгим, но и полным надежды, потому что мы знаем, что когда они вернутся, с этой уникальной энергией, все будет казаться немного более полным. В своем первом за долгое время прямом эфире Чингук протестировал микрофон и спел песни Пак Вона, Тиарой и All of My Life голосом, в котором звучала целая история. Он пел с завораживающим спокойствием, словно каждое слово имело скрытый смысл. Многие вспоминали моменты с песней «In the Soup», где они с Тэхёном разделили простую, но трогательную сцену.
Чингук как-то сказал, что изменился после появления Тэхёна в его жизни, и, слушая эти песни, все вокруг становилось ясным и живым. Тэкук всегда был таким, два человека, которые понимают друг друга с полуслова, без лишних слов. Они – опора друг для друга, убежище, куда они всегда спешат, не задумываясь. Когда один падает, другой подхватывает его, и это заметно в маленьких жестах, в том, как они смотрят друг на друга, в том, как они заботятся друг о друге, не показывая этого напоказ. В этих отношениях есть что-то глубоко искреннее, что-то, что невозможно выразить словами или заставить силой. Легко представить, что в конце каждого дня они обретают покой, ощущая присутствие друг друга, пусть даже и в тишине. Тэкук кажется тихой гаванью после шторма, местом, где все снова обретает смысл, и когда мы думаем об этом, весь мир словно замирает на мгновение. Итак, пока мы ждем их следующего совместного мгновения, нам остается только наслаждаться тем, что они нам подарили, вспоминать те трансляции, тот общий смех и песни, которые до сих пор так сильно звучат в нашей памяти. Каждая деталь напоминает нам, что их связь все еще жива, такая же естественная и настоящая, как всегда. Тэкуку не нужно ничего доказывать, они просто рядом друг с другом, и это заметно. Поэтому до их следующей встречи остается только верить, доверять им, в эту связь, которая всегда возвращается, в их уникальный способ выражать все без слов. Потому что, в конечном счете, каждая улыбка, каждая нота, каждый взгляд продолжают рассказывать одну и ту же историю, историю двух людей, которые каким-то образом всегда находят друг друга. Это дополняет то, что многие любители Тэгука замечали годами: уникальный взгляд Чингука и Тэхёна друг на друга, их стремление друг к другу и прикосновения, независимо от места и времени. Никакая камера не меняет их отношения, вокруг не было никого, кто мог бы заставить их вести себя по-другому, все было всегда одинаково, все казалось естественным, словно все между ними просто текло. Именно это и поражало больше всего, потому что это был не единичный или случайный жест, это было нечто, повторяющееся из раза в раз, с той же искренностью. Иногда они, казалось, даже не осознавали, насколько их жесты выдавали их. Чингук ни на кого другого так не смотрел, и он не искал близости с таким же спокойствием. Это просто произошло, как будто они оба знали, без слов, что небольшое пространство между ними принадлежало им, даже посреди всего этого. Любой, кто внимательно наблюдал за ними, быстро понял бы, у Тэгука был уникальный способ общения, такой, где слова больше не были нужны. Бывали моменты, когда одного взгляда было достаточно, чтобы понять, насколько они понимают друг друга, краткие секунды, когда не было наигранного смеха, ничто не скрывалось. Чингук мог быть отвлечен, но как только Тэхён смотрел на него, что-то менялось в его выражении, словно он обретал мгновение спокойствия. И наоборот, когда Тэхён становился тише, Чингук подходил к ней с простым жестом, достаточным, чтобы она почувствовала себя менее одинокой. Вот что делает их такими особенными в глазах поклонников, ведь дело не в грандиозных выступлениях, а в деталях, которые почти незаметны, если не присматриваться: рука, протянутая без привлечения внимания, короткое прикосновение, общая улыбка, которая, кажется, говорит на своем собственном языке. Все это создает связь, которую невозможно подделать. Каждый раз, когда они появляются вместе, будь то в прямом эфире или на мероприятии, всегда прослеживается некая закономерность. Независимо от окружающего шума, камер или людей, они всегда каким-то образом ищут друг друга взглядами, их окружение словно размывается на мгновение. Именно тогда понимаешь, что их отношения не зависят от мгновений или случайностей, а основаны на чем-то постоянном. И со временем Тхэкук показал себя именно таким, двумя людьми, которые поддерживают друг друга, не выставляя это на показ. Когда один спотыкается, другой появляется рядом, не для того, чтобы привлечь к себе внимание, а чтобы молча его сопровождать. Эта близость не ищет одобрения или внимания, она просто существует, как убежище, которое остается крепким, даже когда не высказано. В этой заботе друг о друге есть что-то глубоко искреннее, в том, как каждый жест, кажется, проистекает из привязанности и привычки. Если понаблюдать за ними, это почти невозможно не заметить. Их взгляды встречаются в моменты, когда, кажется, никто другой этого не замечает, их смех сливается, словно они делятся чем-то, понятным только им, каждый маленький жест и каждое слово имеют значение, не требующее объяснений. И именно это делает каждое появление, каждый момент вместе неповторимым.
But they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly, while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen, oh the irony. To hate someone who's trying to be